Всем привет! В эфире историческая разведка, и у нас сегодня новый выпуск, который будет посвящен отдельной личности. Сегодня мы поговорим об одном российском офицере, история, скажем так, деятельности которого на Кавказе, она была очень яркой и осталась вот в памяти предков, и такой очень своеобразный, очень насыщенный событиями, скажем так, соответствующей истории такого русского Джеймса Бонда на Кавказе. Мы поговорим об офицере Торнау. Но перед тем, как переходить, собственно, к основным событиям, я предлагаю пройтись о биографии этого человека, по его ранней, скажем так, в попытке понять, откуда он сам родом, значит, как он пришел к своей основной деятельности разведчика и почему его выбрали именно на ту миссию, на которую он был избран, о которой мы поговорим. Федор Федорович Торнау. В правильном варианте эта фамилия звучит как Торнов. Он являлся бароном. Родом он был из прибалтийских дворян, которые еще во времена Екатерины перешли под подданство России. Вот. И все его предки, вот, дед, прадед, отец, все они служили на военной службе в Российской империи. Родился он в 1810 году в Прибалтике, и, в общем-то, с ранних лет его уже направили на военную учебу. Образование он получил в Царско-сельском лицее, и уже вот в самые ранние годы, 18 лет, он поступил на службу на территории современной Румынии, в Малой Валахии. Как он сам признавался, будучи прапорщиком 18-летним, цитирую, все его повышения в чине достались ему за отличие, что редкая вещь в русской армии. С поступлением на военную службу он отмечал, что судьба переносила его в разные концы света. Служил он во времена, скажем так, активных войн. Это была, скажем так, война в Турции, несколько войн на Кавказе с Турцией, опять же, и с Персией. Служил он также и на польском фронте, подавление восстаний Польши. После польской кампании 1931 года, к 1932 году он попросил перевести его служить на Кавказ. Его прошение удовлетворили, и в 1932 году он прибыл в Тифлис, в современный Тбилиси, где поступил в подразделение отдельного Кавказского корпуса. Там он служил в генеральном штабе армейским подпоручиком, и, как поговаривают, он очень дружил с семьей Грибоедова, в данном случае с Ниной Чавчавадзе, особенно после смерти Грибоедова. Он активно участвовал во всех вот событиях Кавказской войны, и в том числе в подавлении восстаний в Чечне. Вот, в Ичкерийской кампании он получил ранение, упал с лошади, и его вот к 1934 году после этой кампании перевели в Минводы на лечение, где он и находился, когда его нашли, скажем так, власти для передачи ему особого поручения. Здесь необходимо сделать отступление. Дело в том, что к 1935 году российские власти именно на Кавказе, на черкесских территориях, начали такого своего рода окружение. Значит, с запада Вениаминов, генерал, он наступал со стороны Новороссийска. То есть, скажем так, это не то, что было активное наступление по наземной части. Ставилось целью укрепление на побережье Черного моря путем постройки крепостей, высадки десанта и постройки крепостей на Черноморской береговой линии. Соответственно, Вениаминов шел от Новороссийска, строил крепости в районе Новороссийска, Геленджика. Соответственно, с восточной части, из Абхазии, такое же точное движение с высадкой десантов и постройкой крепостей и укреплений производилось бароном Розеном, который являлся на тот момент главнокомандующим на Кавказе. Со стороны Абхазии крайнее укрепление было в Гаграх, то есть в Жекварском ущелье. Дальше доступ был очень, скажем так, сложен ввиду труднодоступности местности и постоянных нападений со стороны черкесов. То же самое происходило и с запада, со стороны Вениаминова. Российскими властями предпринимались разные идеи насчет того, как можно сделать эту высадку и закрепиться на остальной части побережья. Дело в том, что карта географическая была абсолютно неизвестна, то есть ни местность, ни количество населения, в том числе и вражеского по отношению к России, ничего из этого было неизвестно. На тот момент это белое пятно было на карте фактически. Было две идеи. Значит, первая идея была собрать довольно крупную партию войск и пройти от Абхазии до Новороссийска по всему побережью, скажем так,
с огнем и мечом, и таким образом провести рекогносцировку побережья. Но многие сходились во мнении, что потери будут довольно ужасающие, скажем так, ввиду этой очень плохой пересеченной местности и огромного количества населения вражеского. Вот. И возобладала вторая точка зрения, что необходимо отправить туда разведчика, шпиона в Черкесию, который, скажем так, сможет внедриться в эту среду и сделать разведку местности как раз под высадку десанта. Таким образом, выбор пал на второй вариант, и власти стали искать человека, подходящего на должность такого разведчика-шпиона. Соответственно, к нему были определенные требования, это знание языков, в частности, языков смежных, да, которых можно было бы выступать в качестве хотя бы, скажем так, стороннего лица, не русского, но и не черкеса. В данном случае наш герой Тарнау, он знал татарский язык более-менее и немного был знаком с абхазскими языками. И второй момент оказался в его пользу. Это знакомство с генералом Вольховским. Это очень старый авторитетный генерал был на Кавказе, который вот с самых еще истоков начала российской деятельности именно в Грузии на этих Кавказском фронте начинал. Его очень все уважали, и он очень хорошо дружил с Федором Федоровичем Тарнау. Вот. Именно Вольховский его посоветовал Розину взять на эту должность. Данная спецоперация, она проводилась в тайне, то есть знало всего несколько высокопоставленных лиц о его миссии. Фактически он должен был полностью от всех, даже от своих, скрывать вот свои мотивы, зачем и почему он едет в ту сторону, да, в сторону Черкесии. И в 1935 году его вызвали в Тифлис, в общем, передали это задание, он на него согласился, вот, и стал готовиться к своему походу в Черкесию. Первый поход в Черкесию начался с Абхазии. В 1935 году он прибыл в Абхазию, значит, где начал, скажем так, делать вид, что вот он как бы представитель кабардинского князя приехал вот в гости к своим абхазским кулакам, вот, для того, чтобы просто вот погостить, скажем так. Очень долго он проживал в Абхазии, там очень долгая история связана с тем, что Абхазия сама по себе представляла такой клубок разных интересов, абсолютно пророссийских, антироссийских. И там было вот не очень понятно, кто за, кто против. Очень много таких интриги было. И постоянно его испытывали. То есть он был посторонним человеком, все в нем что-то подозревали, постоянно за ним слежка была. Ему приходилось вот ежедневно выстраивать свой путь, маршрут, рассказывая истории, что он, допустим, поедет в эту сторону, на самом деле, второму в эту сторону, а по факту он ехал в третью, да, условно говоря, прячась там каким-то образом и скрывая свои маршруты. То есть фактически это был такой шпион в глубоком тылу. И после долгого проживания, долгих попыток найти путь в Черкесию через Гагринское ущелье, он понял, что он здесь не добьется успеха, потому что в Гаграх укрепление было в довольно печальном виде, оно только недавно построилось, там постоянные были нападения со стороны черкесов, там какие-то постоянно происходили как бы изменения ландшафта, то они в лес вырубали, то там что-то строили, какие-то укрепления, но то есть постоянно в полувоенном состоянии, и пройти было невозможно, то есть это фактически открытый горячий фронт был, пройти на ту сторону вражескую было невозможно, и никто не решался его туда провести. Все его отговаривали. И он уже отчаялся, в общем-то, в своих мыслях. Ну, тут вот ему подсказал один из его товарищей, что где-то высоко в горах, там, в Горной Абхазии, проживает кабардинское племя семейства Лововых, которые в свое время жили на Кубанской линии, но потом кто-то из них напал на казачьи поселения, и они вынуждены были бежать в горы для того, чтобы спастись от наказания. Вот. И они, в общем-то, понимали свою ошибку и хотели примириться с русскими. Вот. И он решил использоваться этим шансом, чтобы, скажем так, встретиться, помирить их с русскими, а у них попросить в свою очередь, чтобы они его провели в Черкесию. Вот. После долгих уговоров он значит, не выбрал часть проводников, которые согласились его провести в горы. Вот. Путем как замыливания своих путей, разных вот этих вот шпионских там игр, они выбрались ночью даже через лес, пошли этим маршрутом в горы. Вот. И практически дойдя до этого аула, они встретились на пути с одними из спутников, которые, в общем-то, могли их раскрыть. То есть партия начала разрушаться, стали бояться спутники, что их вот сейчас увидели и обязательно передадут
там, кому надо, их начнутся их поиски, их, в общем-то, схватят. Путники очень боялись этого. Вот. И пришлось им довольно тяжелым маршрутом напрямую через лес, через горы пройти к этому аулу этих Лововых, где, встретившись, он переговорил с ними, они согласились ему помочь, но согласились помочь немножко позже, скажем так. То есть он должен был их отвести на линию, примирить, а они в последующем готовы были представить его помощь в попадении в Черкесию, потому что на данный момент все понимали, что информация о них, как вот этих посторонних путников, в этом регионе уже прошла и уже известна и в Черкесии, и в Абхазии. То есть дальше идти было в Черкесию опасно. Тем более, что в Абхазии один из антирусски настроенных князей уже грозился поймать этого кабардинца, как он его называл, считая его что, там, предателем на стороне русских, и давал даже клятву, что он, если его не поймают в течение года, то он чуть не переоденется в женское белье и будет там ходить и позориться. Вот, поэтому ситуация была довольно сложная, и, в общем, они вдоль Красной Поляны и дальше через горы прошли на Кубанскую линию, вывели этих Лововых, и так вот закончился первый его поход без каких-то серьезных результатов, кроме того, что разведки пути из Абхазии на Кубанскую линию. Тарнау на этом не остановился и, обосновавшись в станице Прочнокопской, начал готовиться ко второму походу. Для этого он заверил поручительством кабардинских князей Карамурзиных, которые согласились стать его проводниками в сторону Сочи, чтобы показать этот маршрут. То есть они были в то время уже офицерами российской армии и, в общем-то, на российской стороне находились. Значит, собиралась такая партия определенная из этих путников. Он отрастил там бороду себе и сделал такую легенду, что он чеченский абрек Гасан, который вот приехал к черкесам для того, чтобы как бы посмотреть, как у них обстановка, и как бы принести свои клятвы о том, что, там, допустим, чеченцы помогут им в войне. И это было еще сделано для того, чтобы в Черкесии быть спокойным насчет того, что его не распознают, потому что встретить в Черкесии в то время человека, говорящего на чеченском языке, было практически нереально. Вот. Соответственно, у него было такое алиби. Поход их начался из района примерно Мостовского, современного Краснодарского края. Они вышли в сторону Красной Поляны. В этом походе было несколько случаев, когда он находился на грани вот пленения. То есть, во-первых, сами путники, они периодически в разговорах, в определенных ситуациях периодически срывались так на агрессивное поведение, потому что все-таки к русским был негатив из-за длящейся вот этой постоянной войны. И вступая с ними в споры, он как бы подвергал себе довольно серьезной опасности. Но как бы хладнокровие возобладало. Также, итак, был случай, когда Тарнау оказался в Кунакской, это вот где путников приглашают, чтобы отобедать или отужинать, в зависимости от времени суток. В одном из аулов, где очень много людей пришло в гости, и все сидели на лавках, и в этот момент зашел старик, но Тарнау, он не заметил его сразу и не встал, что считалось очень оскорбительным для кавказцев. Вот, все обратили резко на него внимание, но он как бы выкрутился, извинился и за стариком старался ухаживать весь этот вечер, чтобы как бы снять с себя все эти подозрения. Однако один мулла, он очень пристально стал следить за ним, и вплоть до того, что они дальше ушли в поход из этого аула, и он долго-долго шел за ними и следил за каждым его движением. То есть он его испытывал, ощущая определенное недоверие к нему. Но мулла в конце концов отстал, и как бы Тарнау смог вздохнуть с облегчением. Был случай, когда тоже в одной из кунакских они столкнулись лицом к лицу с тем самым абхазским князем, который искал его в первом походе в качестве кабардинца. Естественно, он его не узнал. Вот, и его спутники решили повеселиться, скажем так. Они его взяли, пригласили за один стол вместе с Тарнау. То есть два злейших врага сидели друг напротив друга, но тот не узнавал его, разведчика этого. И они как бы, решив посмеяться над этим абхазским князем, они завели разговор о том, где же может находиться этот кабардинский злодей, которого он ищет, и что они его обязательно найдут, и какие-то слухи распространяли о нем. При этом все как бы, Тарнау, он немножко перепугался и через время спрашивал, зачем же они так сделали. Вот, они говорят, что решили посмеяться над этим вот абхазом, которому придется теперь переодеваться точно в женское белье. Вот. Были случаи, когда, переходя через очень тяжелые вот эти горные переходы,
Шли они очень долго, и, в общем-то, обувь у них поразбивалась, ну, то есть ноги натирались в кровь, и было тяжело. И Торнау, как бы он молчал, но он отставал из-за этого, вот из-за того, что у него кровила нога. А это считалось недопустимым, потому что по кавказским обычаям тех времен, как бы не было больно, как бы тяжело, но он должен идти наравне со всеми. То есть это просто не обсуждалось даже. Вот, и он начал, и его путники начали нервничать, говорить, что может навлечь подозрение, что он не кавказец таким образом, и что он должен терпеть, превозмогать, что потом ему как бы залечат эти ноги. Ну, в общем, натерпелся он очень много, потому что шли они по тяжелому маршруту, это, условно говоря, современная долина реки Уруштен, перевал Псиашха на Красную Поляну, это такие, ну, то есть, скажем так, туристические места для многодневных походов. Вот. Предполагалось в то время, что там шла полноценная конная дорога через эти места. Вот, подходя уже к Сочи, был такой случай, когда Торнау на привале на дереве вырезал свое имя, а его спутник ему рассказывал о том, что вот ты пишешь свое русское имя на дереве, говорит, но знай, что русский глаз эту надпись увидит не раньше, чем через сотни лет. То есть насколько была уверенность у них, что даже несмотря на то, что они ее ведут фактически на разведку в эти вот места, они были абсолютно уверены, что они недоступны, и это никак не повлияет на черкесский мир. Из этого похода и был интересный момент, который стоит отметить. Проходя мимо на перевале Псиашка, мимо современного хребта Скирда, так называемого, тогда он назывался Городиц. Горцы рассказывали, что вот в этой горе проживает некий демон, скованный цепями, который, демон-великан, который, когда сломает цепи, рано или поздно, вырвется из этой горы, и тогда наступит конец света. На что, в общем-то, Торнау задал вопросом о том, откуда же они знают, что там в этих пещерах, в этой горе он может жить, если никто его не видел. Черкесы на это просто ответили, что зачем это нужно, это же безумие. Говорит, был один пастух дурак, он туда залез и сошел с ума. Никто ж не хочет сходить с ума, поэтому туда никто не полезет. В итоге они прошли по долине реки Мзымты до побережья Черного моря, прошлись в Сочи к убыхскому князю Хаджи Кенентуху и остановились в его доме. Его на тот момент не было на месте, он где-то там на охоте был. И вот, находясь в доме, они услышали громкие крики и уже подумали, что это вот их распознали, и сейчас вот туда толпа идет, чтобы их растерзать. Ну, как оказалось, просто произошло какое-то событие, кто-то родился в семействе вот этого главы убыхов, и люди просто шли праздновать. Вот. Ну, как бы подозрения с них развеялись, они там поучаствовали в этом празднестве. Он произвел рекогносцировку побережья Сочи и Адера для будущих высадок. И они решили двигаться обратно в Гагры, то есть уже с другой стороны, получается, со стороны Черкесии. Тут произошел самый опасный момент. Дело в том, что Гагры, укрепления, отделены от Черкесии Лежаекварским ущельем. Вот, левая часть которого со стороны Черкесии представляет собой огромное такое плато, которое вдается в море. Вот. Это, по сути дела, были ворота в Абхазию всегда, через которые можно было пройти только по морю во время отлива, по узкой песчаной полосе. А во время прилива пройти было в принципе невозможно. И это место идеально для засады. Черкесы чаще всего использовали обход высоко через горы, спускаясь в это ущелье, из-за чего от укрепления Гагры очень много леса вырубили по ущелью, чтобы отдалить от крепости видимый участок, да, в случае нападения, подготовиться, чтобы можно было. Вот, соответственно, им нужно было спуститься с этого карниза вниз, и так, чтобы их не расстреляли из крепости. То есть, как им должны показать, что они свои. Вот. И они стали лагерем недалеко от спуска, и как бы Торнау вместе со своим черкесским спутником одним вышли вперед для того, чтобы спуститься к крепости и предупредить, что они всем отрядом будут спускаться. Но когда они подошли туда, увидели, что там какая-то прошла перестрелка, и спуск временно как бы завалами закрыт. То есть пройти так просто не получится. Вот. К тому времени уже вечерело, и они поняли, что лучше вернуться обратно, переночевать и уже на следующий день каким-то образом этот вопрос решать. Они начали возвращаться, но в то время основной отряд, который их сопровождал, подумал, что они уже в крепость ушли. И они отошли куда-то в сторону, чтобы переночевать. Потому что в округе было очень много разбойников, которые грабили всех без исключения. Там просто ввиду этого фронта куча вот этих вот грабителей собиралась. Соответственно, они оказались практически вот в вечернее время, но к ночи вдвоем в окружении вот огромных бандитских масс, которые там циркулировали вокруг этого леса. И подвергались опасности. Соответственно, они нашли какую-то небольшую полянку в лесу,
где заночевали. Офицер Тарнау решил произвести ночью разведку местности, поскольку услышал какие-то голоса, звуки. Он потихонечку начал подкрадываться на звуки эти соседней поляны, и оказалось, что они находятся совсем близко от лагеря бандитов, джигитов, садзов, которые там промышляли. Поняв это, он как бы потихонечку отполз назад, и вместе со своим спутником они вот в течение ночи потихонечку уходили в сторону, чтобы не быть замеченными. К утру они как раз при самом рассвете поскакали дальше на юг, пытаясь найти свой основной отряд. Вот. Ушли немножко дальше, чем положено, но в итоге нашли своих. Свои очень удивились, особенно те, кто были из местных черкесов. Они считали, что вот этот случай, он сам по себе, ну, это какая-то огромная удача, то, что они вообще оказались живы. Там 9 шансов из 10 их должны были там прирезать просто ночью. Соответственно, объединившись, они подошли к крепости, дали сигнальные огни, но спуск-то был перекрыт. Фактически путникам Тарнау пришлось спускаться к крепости, минуя завалы, по стенке фактически этого ущелья, как таким полуальпинистским методом. Вот, все укрепление вылезло посмотреть на это чудо света. Вот, ну, благо обошлось без жертв, и вся компания дружно спустилась вниз. Таким образом, второй поход Тарнау закончился более-менее успешно. Да? Произведена была рекогносцировка территории Сочинского района Убыхи. Но, опять же, осталась в неведении часть участка от Сочи до Геленджика, и Тарнау начал готовиться к третьему походу. Также он вернулся в станицу Прочноокопскую, сначала в Минеральные воды съездил, отдохнул, там залечил, скажем так, свои раны. В этом походе была избрана несколько иная компания, скажем так, проводников. Вот. И он по тому же маршруту, что и второй поход, двинулся вот опять в сторону Сочи. Намереваясь пройти до самого Сочи по тому же самому маршруту, и уже оттуда пройти к западу, в сторону до Новороссии. Происходило это уже летом 1936 года, и, в общем-то, в этот раз была избрана та же самая легенда про чеченца Гасана. Вот. Выдвинувшись с Прочноокопской, он пошел по тому же самому маршруту, но не дойдя даже и трети пути, где-то в районе юга Мостовского района, его проводники предали его. Его захватили в плен абадзехи. Вот. Как пленника его отправили примерно в район современного Мизмая, вот, где, в общем-то, он жил как почетный пленник потом. Абадзехи стали просить за него довольно серьезный выкуп в размере практически с такого же количества золота по весу, сколько он весит сам. Вот. Но сам Тарнау в процессе вот этих переговоров, он как бы тоже определенное участие принимал, он отказывал, говорил, что как бы условно российская казна не должна за него терпеть таких убытков, он, как говорится, будет дожидаться, сколько будет необходимо времени для того, чтобы все это разрешилось более, скажем так, скромным путем. Вот. В результате чего он провел в плену 2,5 года. Там его пытались периодически, там какие-то переговоры шли, пытались его неоднократно оттуда выкрасть. Несколько раз он совершал побеги, которые увенчались неудачей и лишь ухудшили его положение. За ним была постоянная слежка. Но, с другой стороны, он жил более-менее свободно, он оставил такие подробные описания жизни и быта вот этого времени абадзехов, именно конкретно того места, где он проживал. За ним ухаживала одна черкешенка, которая, как показывает его описание, она в него влюбилась, и он, как, скажем так, он ее держал немножко на расстоянии для того, чтобы как он описывал, не поддаваться чувствам, не попасть в вот эти путы чувств, чтобы там не остаться вообще навсегда. Старался относиться к ней как к дочери. И он научил их там разным травоварению, скажем так, собирал разные травы, делал из них чаи. Он из-за чего прослылся со временем лекарем, к нему уходили на лечение соседних аулов. Он там делал такие палки для ходьбы в лесу с резьбой красивой. Он, скажем так, разные там обустройства мелкие в доме делал. В общем, он как он сам описывал, для того, чтобы хоть как-то занять себя в этом от безделья, от этого плена. Также Тарнау, чем еще сыскал себе славу у черкесов в плену, он
даже привил от оспы детей Алим Гирея, это вот местный глава местного абазакского общества. И вот общение с этой девушкой, это как раз дочь была Алим Гирея, Аслан Коз ее звали, как он переводил сам Тарнау, ее имя Львиная груша называлась. Она его в свою очередь учила разным вот этим черкесским историям, рассказам, молитвам. Она единственное, как он описывал, знала грамоту, то есть, в данном случае имелось в виду турецкие и арабские языки. Там именно Тарнау стал как бы понимать, что вообще представляет собой дух черкесского воина, то есть вот эти все героические поступки, то есть, да, героические поступки в бою, они компенсировались скромностью в жизни. То есть даже если совершив какой-то подвиг, они не хвалились этим, жили скромно, жили честно. И вот эти все героические поступки, они воспевались певцами, которым позволялось это воспевать, вот, которые ходили джигуаку по аулам, но не самими участниками всех этих событий. При этом в бою он описывал их как таких очень выносливых, очень терпеливых, сильных, таких отчаянных борцов. Плен его закончился в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Из него его вызволил его бывший помощник-проводник со второго похода нагайский князь Карамурзин, вот, за что он ему потом выразил огромную благодарность и считал его одним из честнейших людей, в общем-то, встречавшихся в его жизни. А сам Карамурзин за вот эту помощь Тарнау, он восстановил полностью все свои права, свои наделы, земли и свой как бы статус княжеский, офицерский. Ну, собственно, третий поход его был последним, ему так и не удалось произвести разведку от Сочи до Новороссийска. Более того, все, что он там разведал, как оказалось, несколько бесполезным, скажем так, поскольку даже те местности, которые он отмечал для высадки на территории Сочинского района, они были неточно исполнены в момент высадки войск во время десанта, потому что данные о его разведке, они довольно поздно поступили к непосредственным военачальникам, поскольку он находился на лечении. И, скажем так, очень те потери, которые понесли русские войска при высадке десантов, они, в общем-то, сказались именно на вот отсутствии внятной организации, когда поступившие от разведчика данные не поступали в адекватном виде для непосредственных исполнителей военного приказа. В 1939 году он ушел в отставку, его перевели с Кавказского фронта в Вену, в Австрию, где он еще впоследствии описывал, собственно, Вену, Австрию, Польшу, вот эти территории и события, происходившие в то время там. Так он все это время и оставшейся жизни прослужил в качестве агента Российской империи в Вене и умер там в 90-м году. Что касается последствий его деятельности, это был огромный сборник описаний быта и вообще жизни людей в Черкесии и абадзехов, описание местностей, и причем не просто вот такие не сухие, и в то же время они не расплывчатые с фантазиями какими-то романтическими, а вот конкретная фактика, и она очень детальная при этом по своему описанию. Его источники использовались впоследствии многими учеными для более подробных описаний именно жизни Кавказа в те времена Кавказской войны. В том числе считается, что он послужил прообразом к написанию Толстым книги «Кавказский пленник». За свои исследования он получил огромное количество медалей от научного сообщества Российской империи, и в том числе, точнее не в том числе, а кроме того, от международного сообщества. Его собрание вот этих вот его описаний, дневников, собранные в определенной книге, они издавались в той же Франции, например, отдельными сборниками, и там считалось как это один из лучших источников по описанию народов Кавказа, именно Черкесии времен Кавказской войны. Что касается основной его книги «Воспоминания кавказского офицера», которая, в общем-то, по которой и знают офицер Тарнау, по сути дела, это собрание источников, которое не было им написано. Это не его книга. Это все его источники были собраны его в один свод его дочерью, которая выпустила книгу под названием «Воспоминания кавказского офицера», ставшая как бы основой при изучении, в общем-то, Кавказа. Как писал известный кавказовед Бержев в своем этнографическом обозрении Кавказа, в 1864 году Тарнау издал вот эти воспоминания кавказского офицера. Представляя живой рассказ
«Томление автора в плену у горцев», она содержит много новых любопытных подробностей о домашнем и юридическом быте абхазцев и их соседей-черкесов. Как по изложению, так и главным образом по содержанию своему сочинение Тарнава принадлежит, по моему мнению, к лучшим произведениям, вышедшим из-под пера наших отечественных деятелей на Кавказе. Вот. Таким образом, несмотря на вот эту разведку, сама вот эта человечность его, сама такая вот яркая его личность многогранная, она оставила след, вот, скажем так, больше не с точки зрения военной части, а с точки зрения научной, культурной части. Вот. И, по сути дела, представлял собой такого как бы достойного представителя Российской империи, ее офицерства времен Кавказской войны. На этом все. В следующем выпуске мы поговорим про еще одну личность, уже с другой стороны фронта, активно участвующую в Кавказской войне и, в общем-то, серьезно повлиявшую на ее исход для черкесов. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.